Приветствую всех на канале Ферма для себя. Меня зовут Стас. И сегодня у нас необычное видео по поводу подключения электроэнергии к частным домам и загородным участкам. Оно будет в формате рассказа, поэтому можете включить его на телефоне или планшете и заняться своими делами. Кто-то успеет помыть посуду, кто-то заварит чаек и просто отдохнет, послушав эту историю. За моей спиной находятся 3 новых столба, которых мы несколько дней назад не наблюдали. И я вам планирую рассказать свою историю, так как это происходило у нас. Сколько стоит подключение электричества в 2023 году и каких сил и времени это затратило. История началась ровно год назад, когда мы только купили этот дом с участком, и при продаже продавцы нас заверяли, что проводка в полном порядке и прослужит не 1 десяток лет. Но при тщательном осмотре оказалось, конечно же, что изоляция потрепалась, контакты окислились, некоторые лампочки у нас мигали, розетки частично не работали, поэтому проводку было принято заменить. Я вызвал нашего семейного электрика Александра, он приехал, посмотрел, сделал минимальное то, что нам необходимо на первое время, поставил щиток на дом, развел проводку по самым важным узлам, и на этом, на данном этапе нам было вполне достаточно. Но наступила зима, и при обогреве нам просто перестало хватать мощности. Так как дом у нас каменный, то зимой его очень сложно растапливать после остывания. И печки просто-напросто не хватает. Мы включали разные электроприборы, это и ветродуйки, и конвекторы. Мы даже прикупили инфракрасный обогреватель, но этого было всего мало. Хотелось приехать и за 1,5 часа прогреть дом. Мы столкнулись со следующей проблемой, что нам не хватает мощности вводимого электричества. По документам у нас 3,5 киловатта, что очень мало. Когда наступило лето, мы занялись посадками. Приехала мама жены, стала нам помогать, и вопрос об электричестве ушел на второй план, так как у нас вода идет из скважины, и было опасение, что электрики приедут, все подключают, и мы просто-напросто останемся без воды. И вот наступил ноябрь, и я решил заняться этим вопросом о увеличении мощности электроэнергии. Не знаю, как в ваших регионах, но в Ленинградской области есть сайт Ленэнерго Россети, на который можно зайти и подать заявку. Чем я, собственно, и занялся. Я зашел на сайт, зарегистрировался, подал заявку и ждал ответа. Через некоторое время мне прислали необходимый список документов, которые я должен вложить в этом же личном кабинете. Я все собрал, сфотографировал дома и отправил. На этом этапе я ждал уже вердикта полной цены, сколько это будет стоить. Так как вы знаете, раньше подключение электроэнергии стоило по России 500 рублей, с июля 2022 года это стала платная услуга. На сайте стояла цена 3000 рублей за киловатт, а так как нам нужно было добавить 12 киловатт, то я подумал, что это не больше 36 тысяч. Но я очень сильно ошибался. Когда мне прислали чек на оплату, я был просто в шоке. Цена выросла до 105 тысяч рублей. И если вы ее не оплачиваете, эту сумму, то ничего не происходит. Единственное, могу сказать, что там можно разбить на платежи по каждые 2 недели и выплатить все частями. В принципе, я так и поступил, все оплатил. И вот мы начали ждать, когда же нам проведут новое электричество. Шла зима. Зима закончилась, наступила весна, и уже время подходило к концу, так как в договоре прописано ровно полгода, а с 17 ноября это конец 17 мая 2023 года. Наступило 17 мая, и опять же ничего не происходило. Я уже планировал записать видео со злобными мыслями о том, какая у нас плохая власть и какие плохие Россети, но я позвонил, мне сказали, что все сделают, и буквально недавно, пока нас не было, поставили эти столбы. Получается, я прождал полгода, заплатил 105 тысяч рублей, и что же теперь? Я могу пользоваться электричеством? Нет. Теперь мне надо за свой счет
вести от столба к дому электричество и опять платить. Сейчас я опять обращусь к нашему электрику Александру, и он нам все доделает. Сумма примерно будет еще около 35 тысяч рублей. И получается общая стоимость электроэнергии на 15 киловатт в Ленинградской области у нас обошлась в 140 тысяч рублей. Но хочу заметить очень важную вещь, что электрики нам пока что не отключили старый счетчик и не оставили нас без воды. А так как у нас кролики, то это было бы большой проблемой. Надеюсь, вам видео мое понравится, будет какая-то ясность в этом вопросе. Обязательно подписывайтесь и смотрите нас. Всем пока!